Нет предела совершенству, а совершенство в воспроизведении любимых композиций помогали достичь эквалайзеры, дарившие нам возможность тонкой и избирательной настройки звучания. И именно этим замечательным устройством времен нашей молодости и посвящен данный выпуск. Графический эквалайзер Corvette 004 Stereo выпускался с 1982 года таганрогским заводом «Прибой» и давал возможность регулировать уровень сигнала на 10 частотах в каждом из двух каналов. Диапазон входных и выходных частот составлял от 20 до 20 тысяч Гц, коэффициент гармоник не более 0,02%, а цена в период реализации находилась в районе 210 рублей. Helios 006 Stereo выпускался с 1985 года казанским заводом пишущих устройств и представлял из себя двухканальный шестиполосный регулятор тембра с диапазоном регулировки на каждой частоте плюс-минус 10 дБ. Потребляемая мощность эквалайзера составляла 8 Вт, диапазон звуковых частот от 20 до 30 тысяч Гц, коэффициент гармоник в районе 0,1%. Цена же изделия в период реализации составляла в районе 120 рублей. Орбита EK-002 Stereo выпускался с 1985 года ростовским заводом «Электроаппарат» и представлял из себя 10-полосный двухканальный регулятор тембра с возможностью регулировки уровня сигнала в пределах плюс-минус 12 дБ. Диапазон звуковых частот эквалайзера составлял от 20 до 20 тысяч Гц, а в розничную сеть эквалайзер поступал как в составе музыкального комплекса Орбита 002S, так и в качестве отдельного самостоятельного устройства стоимостью 190 рублей. Электроника E003 Stereo выпускался с первого квартала 1985 года и представлял из себя графический эквалайзер с индикатором звукового давления, имеющий 10 регулируемых полос по каждому каналу. Диапазон воспроизводимых частот составлял от 20 до 35 тысяч Гц. Суммарный коэффициент нелинейных искажений не превышал 0,02%. Электроника EK-004 Stereo выпускался с конца 1985 года и имел 8 регулируемых полос по каждому каналу. Отличительной особенностью данного эквалайзера были компактные габаритные размеры, а также небольшая масса, которая лишь немного превышала 3 кг. Электроника E043 Stereo выпускался с 1985 года Центральным конструкторским бюро информационной техники при Винницком радиоламповом заводе. Эквалайзер имел диапазон воспроизводимых частот от 20 до 25 тысяч Гц. Коэффициент нелинейных искажений не превышал 0,05%, а вес эквалайзера составлял 5,5 кг. В период реализации цена на данное устройство варьировалась в пределах от 180 до 200 рублей. Космос E001 Stereo выпускался с 1988 года Омским заводом «Автоматика» и представлял из себя 10-полосный регулятор тембра со встроенной системой шумопонижения и функцией слухового контроля с помощью стереотелефона. Диапазон воспроизводимых частот эквалайзера составлял от 20 до 20 тысяч Гц, коэффициент гармоник 0,04%. Прибой E014 Stereo выпускался с 1988 года таганрогским заводом «Прибой». К отличительным особенностям эквалайзера можно было отнести минимальный уровень шумов и искажений, наличие своего собственного встроенного селектора входов, а также функцию обхода, позволяющую сравнивать фонограмму до и после регулировки эквалайзера. Данное устройство пользовалось настолько длительным спросом, что завод продолжил выпуск эквалайзера и после 1991 года, а с 1992 года на базе данного аппарата выпускалась обновленная модель под названием Прибой E015 Stereo. Phoenix E008 Stereo выпускался с первого квартала 1988 года львовским объединением FTA. Эквалайзер представлял собой 10-полосный регулятор амплитудно-частотной характеристики звукового сигнала с диапазоном пропускаемых и воспроизводимых частот от 20 до 25 тысяч Гц. Потребляемая мощность устройства не превышала 8 Вт, а вес 4 кг. Амфитон E005 Stereo
Выпускался с 1989 года Львовским производственным объединением Лорта и представлял из себя параметрический эквалайзер, содержащий 3 универсальных фильтра, обеспечивающих эффективную регулировку амплитудно-частотных характеристик аудиоустройств в области низких, средних и высоких частот. Фильтры имели независимую регулировку частоты настройки, полосы пропускания и уровня усиления. Диапазон частот, регулируемых эквалайзером, составлял от 20 до 25 тысяч Гц. Потребляемая мощность не превышала 15 Вт, а розничная цена в момент реализации составляла 245 рублей. Sanda 107 стерео. Выпускался небольшими партиями с 1990 года Волжским электромеханическим заводом и представлял из себя 10-полосный регулятор тембра со встроенным светодиодным индикатором звукового сигнала. Конечному потребителю данный эквалайзер предлагался как в комплекте с усилителем Sanda 35U 107 стерео, так и в качестве отдельного самостоятельного устройства. Электроника 002 стерео. Выпускался с 1990 года первым московским заводом радиодеталей. Эквалайзер имел 10 регулируемых полос по каждому из 2 каналов. Диапазон воспроизводимых частот составлял от 20 до 25 тысяч Гц. Потребляемая мощность 10 Вт. Масса 5 кг. Прибой 024 стерео. Выпускался с первого квартала 1991 года Таганрогским заводом «Прибой» и представлял из себя 14-полосный регулятор тембра со встроенным селектором линейных входов, селектором выходов, а также селектором записи. Кроме того, эквалайзер, как и его предшественник, имел минимальный уровень шумов и искажений, а также функцию обхода, позволяющую сравнивать фонограмму до и после обработки эквалайзером. И завершает наш сегодняшний выпуск замечательный эквалайзер Phoenix 009 стерео, выпускавшийся с первого квартала 1991 года Львовским объединением FTA. Эквалайзер представлял из себя двухканальный 10-полосный регулятор амплитудно-частотной характеристики звукового сигнала. Диапазон пропускаемых и воспроизводимых частот эквалайзера составлял от 20 до 25 тысяч Гц. Потребляемая мощность составляла 8 Вт, а масса чуть менее 4 кг. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшний выпуск был для вас интересен и хоть немного понравился. Если это действительно так, с вас как всегда лайк, подписка и приятный комментарий. Ну а с нас много всего интересного. Хороших вам дней!